Всем привет! Сегодня вы снова на моем канале, и у нас будет очередное видео. Видео сегодня будет несколько отличающееся от обычных тем. Это будет тестирование SSD дисков. Данное видео у меня возникло спонтанно, по той причине, что я приобрел несколько штук SSD дисков на Алиэкспрессе и решил проверить их скоростные характеристики по сравнению с обычными дисками или же брендовыми дисками, которыми пользуются в основном большинство пользователей. И убедиться в том, есть ли смысл какой-либо брать такие SSD диски для работы или же нету. По надежности эти тесты ничего не скажут вам, но все равно будет в принципе интересно посмотреть на их скоростные характеристики. И сравнивая их характеристики с бэушными дисками, которые я буду тестировать в этом видео, с новыми алишными. То есть можно будет как-то по каким-то характеристикам охарактеризовать их. И там используются ли там бэушные микросхемы, или в принципе еще может быть вариант как для использования в повседневной жизни на обычной машине. То есть имеем вот такие вот SSD диски. Первый диск это у нас AKAS на 240 гигабайт, который был приобретен на Алиэкспрессе. Также здесь еще не видно тех дисков, которые я приобрел, еще парочку штук. Это будет Sonambulist на 240 гиг и Sonambulist на 256 гиг. И сравниваю я эти SSD диски с Kingston, Goodram и Crucial. Как видно, здесь представлена одна моделька из Китая, Levin же приобретал в Украине. То есть я ее брал для самой простой машины, для того, чтобы хотя бы туда можно было установить операционную систему и пару программ. Более там ничего не должно было крутиться. И начнем обзор в этом видео с разборки SSD диска от AKAS. Я их приобрел две штучки, разобрал я пока только одну вне кадра. Вот так выглядят ее внутренности. Внутренний контроллер у него Estor YS9082HP и памяти 3 штучки, распаяно с двух сторон. В общем, вот так я вытащил плату из нее, полностью не вскрывая корпус. И по сути там ничего не поменялось, то есть точно такие же неизвестные микросхемы памяти и такой же китайский контроллер. И разберу китайскую дишку, тоже считаю китайской, хоть она произведена на Тайване. В принципе, бренд представлен не так давно на рынке, но здесь немножко плата отличается. В принципе, здесь стоит более-менее известный контроллер SM22 58XT и микросхемы памяти от Levin. Хотя, скорее всего, это просто перемаркировка с какого-нибудь бренда. По качеству монтажа ничем не отличается от предыдущих плат. Ну и разберем брендовую SSD-шку. Это у нас будет Kingston на 120 гигабайт. Корпус у нее полностью металлический, поэтому слегонца трудно открывается, потому как надо найти отвертку с нужным шлицем. Вот так вот выглядит в середине плата. В принципе, не особо отличается от предыдущих. Но здесь имеется микросхемы от Kingston. Хотя, смотря по данным AIDA, там должны быть установлены память от Toshiba. То есть, скорее всего, перемаркировка. И контроллер PS3111 S11. Вот так вот выглядят эти все SSD-шки. В принципе, внешне ничем не отличаются, только типом корпуса. Ко мне приехала позже чуть-чуть SSD-шка Sonambulist на 240 гигабайт. Моделька у нее пишется аж 650. Скрывается точно так же, как предыдущие китайские SSD-шки. Достаточно ногтем поддеть по бокам и просто вытащить верхнюю пластину. Плата такая же маленькая, прямоугольная, как в предыдущих двух SSD-шках. Но единственное, что здесь заметно, что микросхемы стоят не поперек платы, а вдоль платы. То есть несколько отличается их месторасположение. А также видно, что маркировка содержит S59 XT2, потому что здесь установлен несколько другой контроллер. То есть более новый по сравнению с прошлыми SM22 59 XT2. Но микросхемы памяти также остаются неизвестными. И выяснить их не представляется возможным, потому как ни одна из известных утилит мне не показала, что там за тип микросхем стоит. Следующая у нас моделька Sonambulist H650 также, но на 256 гиг.
Сравним ее с предыдущей на 240 гиг. Как видно, даже на них серийники ничем не отличаются. То есть они абсолютно одинаковые. Производитель никак не заморочился с этим. Вот так вот выглядит внутренности этой SSD-шки. Тут также контроллер eStore YS 9082HC. Немножко отличается от предыдущего AKOS, но я не думаю, что чем-то очень критическим. Микросхемы памяти чем-то промаркированы, но неизвестно, что эти значения здесь обозначают. То есть Google мне ничего поэтому не дал. То есть вот такая вот компоновка, 4 микросхемы и 1 контроллер. Вот так вот выглядит упаковка от предыдущих SSD-шек AKOS. То есть, в принципе, они довольно неплохо пакуют их, как оригинальные SSD-шки какие-либо. То есть, дают им хотя бы картонную упаковку и внутренний пластиковый блистер. Также на них я заметил, что на них стоят разные серийные номера. То есть, по сути, они хоть как-то маркируют свою продукцию, заморочили серийными номерами, которые несколько отличаются. Хотя они довольно близкие, там на одном стоит 341, а на другой 347. Sonombulis этим не заморочился, они прислали мне свои SSD-шки в пакетах, поэтому я не думаю, что там какие-либо серийные номера даже где-либо присутствуют. Ну и далее мы приступим к тесту этих SSD дисков. Первый у нас это Kingston на 60 гиг, который я не показывал разборку, то есть она мне попалась уже где-то в ходе моих испытаний. Я решил ее также протестировать, потому как она имеет довольно значительный износ. Там практически 28 терабайт на нее данных записано. Поэтому она может иметь все что угодно в середине, то есть может иметь и много плохих секторов и так далее. Но я ее начал тестировать, в принципе, учитывая ее возраст и количество записанных данных, ее показатели довольно-таки не сильно плохи. В данном случае, как видно по чтению, у нее скорость скачет от 150 до 350 мегабайт, грубо говоря, и время доступа довольно-таки значительное, хотя есть SSD-шки с значительно большим временем доступа. То есть 196 миллисекунд это в принципе неплохо для такого возрастного накопителя. Хотя по пикам видно, что он уже имеет довольно значительный износ по ячейкам, то есть местами он не сильно использовался, а местами очень довольно-таки сильно была использована его поверхность. Далее я сравнил эти данные с показаниями новой SSD-шки от 11 на 60 гиг, то есть в принципе кривая чтения абсолютно практически ровная. Скорость скачет от 180 мегабайт до 192 мегабайт в секунду. И время доступа у нее 42 миллисекунды. То есть, в принципе, очень даже неплохо для новой SSD-шки. Но тут есть один нюанс, я вам потом покажу. Эта SSD-шка, хоть и написано на ней SATA 3, работает в режиме SATA 2. Поэтому такая низкая скорость. Далее у нас будет SSD-шка CX300 UDRAM на 120 гиг. В принципе, она тоже довольно значительный износ имеет, там около 20 терабайт данных на нее записано. Но по характеристикам она оказалась значительно даже хуже Kingston, который по объему меньше и по объему записанных данных больше. Скорость чтения поверхности у нее скачет от 123 мегабайт до 407. То есть вот такой вот кривая интересная довольно. Использовалась она в принципе у меня в работе. Я ее личный хозяин, поэтому она была практически всегда полностью забита на 80%, поэтому такое может быть. И по времени доступа она имеет довольно значительное время доступа, как для всех бэушных SSD-дисков. То есть, в принципе, чего хотеть от такого SSD-диска, самого дешевого на тот момент на рынке. Следующим испытуемым у нас был Kingston на 120 гиг, также довольно имеющий значительный ресурс. Там около 20 терабайт данных на нее записано.
но по скорости чтения она довольно-таки ровная. То есть скорость скачет от 353 мегабайт до 418 мегабайт в секунду. И по времени доступа очень-таки неплохо. 0,44 миллисекунды для бэушной SSD-шки, которая столько пережила. Очень даже неплохо, можно сказать. Ее можно даже сравнить по своим характеристикам с Levinon новым, но она по скорости чтения значительно превышает ее. Следующая у нас будет китайская SSD-шка AKAS на 240 гиг. По скорости чтения у нее в принципе ровная поверхность и скачет от 295 мегабайт до 382 мегабайт в секунду. То есть в принципе неплохо. И если взять среднюю скорость 342 мегабайта, ну вот самое худшее место это в начале, видимо там какой-то глюк случился или я не знаю что, то есть возможно из-за этого она слишком просела. А по времени доступа 0,185 миллисекунды в принципе для новой SSD-шки есть не очень хорошо. Возможно, здесь использованы какие-то бэушные микросхемы, еще что-то. Я не затрудняюсь ответить про это. Далее у нас будет SSD-шка от Sunambulist на 240 гиг. Также у нее скорость чтения довольно-таки неплоха, в районе 400 мегабайт. И скачет от 368 до 426 мегабайт в секунду. То есть и средняя это 396 мегабайт. То есть, грубо говоря, 400 мегабайт. И при скорости доступа самый максимальный из всех SSD, то есть 0,035 миллисекунды. Данная SSD может быть абсолютно по всем компонентам абсолютно новая. То есть довольно интересный вариант для приобретения. Следующее это у нас сравнение два Sunambulist, это на 240 гиг и на 256 гигабайт. Но они построены на разных контроллерах и, соответственно, могут иметь разные характеристики. Предыдущий рассказал на 240, вот на 256 меня не совсем обрадовал. И скорость среднее чтения у него меньше 350 мегабайт в секунду, грубо говоря, на 50 мегабайт. И время доступа скачет довольно-таки сильно, можно сказать, в 10 раз выше, чем у предыдущей SSD-шки. То есть вариант не очень приемлемый для новой SSD-шки в данном случае. А также сравнил со своей рабочей SSD-шкой Crucial на 500 гиг. Хотя она на 50% заполнена, я не удалял с нее информацию, потому что она мне нужна. И скорость у нее, в принципе, на уровне 256 гиговой от Sunambulist. Вот тут я все данные свел в одну табличку по контроллеру, по объемам и по скорости чтения и время доступа. То есть взял сначала две 60-ки, они на разных контроллерах немножко построены. Как видно, Kingston здесь сильно впереди по скорости чтения максимальной, но по средней скорости он, я думаю, что будет даже на уровне той SSD-шки. А по скорости доступа SSD-шка от Levinon значительно лучше. И хочу сразу отметить, что SSD-шки построены на контроллерах Silicon Motion. От Silicon Motion идут. Это Levinon на 60 гиг, Sunambulist на 240 и Crucial. То есть они имеют значительно меньшее время доступа, чем все остальные SSD-шки. Единственное, выделяется в этом ряду Kingston SA400 на 120 гиг. У нее, видимо, какая-то есть оптимизация по контроллеру и по программному обеспечению, что дает ей, в принципе, неплохой результат по времени доступа. SSD-шки на контроллерах Estor 9082, хоть HP, хоть HC, в принципе, имеют довольно-таки очень большое время доступа. То есть, думаю, что это сказано именно самим контроллером. Хотя, может быть, и память у них такая установлена, потому как они все китайские, и поэтому неизвестно, что там может быть. Но вот в GoodRAM это вызвано самим контроллером, потому как он довольно-таки старый и является одним из самых дешевых вариантов. А вот SSD-шки на контроллерах от фирмы Estor 9082 HP и 9082 HC несколько более медленные оказались. Скорости у них также ограниченные, 380-382, в принципе, не очень высокие. А также время доступа у них значительное. То есть в данном случае при таком незначительном различии в объеме внутренней памяти я бы предложил вам взять лучше бы на 240 гиг Sunambulist. Он несколько быстрее и по сути он является одной из самых быстрых SSD-шек в сегодняшнем тесте. Следующий тест это у нас тест Crystal Disk Mark. Я хотел здесь показать тест SSD дисков в реальных приложениях. То есть используется тест для реальных приложений. Единственное, что здесь перепутал тест для Levinon, и эта SSD-шка мне потом перестала быть доступна. Я и показал здесь тест для максимальной производительности этой SSD-шки.
Остальные SSD-шки, в принципе, ничем особо не отличаются от предыдущих тестов. Единственное, что здесь добавилось количество операций ввода-вывода для 4 килобайтных блоков. И вот можно посмотреть, просто сравнить, какие показатели. Здесь выделяется единственное, что это Sonambulist на 240, который реально чуть-чуть быстрее остальных SSD-шек. И в принципе все, больше ничего здесь сказать нельзя. Остальные все приблизительно в одном диапазоне находятся. Следующий тест это SSD Benchmark, в котором я протестировал также все SSD-шки просто на их характеристики, которые идентичны предыдущему тесту. То есть не сильно они отличаются также здесь по характеристикам. То есть для Kingston, который немножко подубитый, скорости очень сильно разнятся, по скорости записи особенно, они очень малы. Также для UDRAM она в принципе очень мала, потому что он сильно много ресурсы использовал своего. А для остальных дисков в принципе довольно-таки интересные показатели. То есть для AKOS 260 мегабайт в принципе довольно неплохо для китайской SSD-шки, и 487 мегабайт в секунду это для чтения тоже довольно-таки неплохо. Но больше всего, конечно, вызывает интерес Sonambulist на 240. Тут как скорость записи, так и скорость чтения последовательной очень довольно-таки высоки. Опять же, на 256 Sonambulist он несколько хуже будет, потому что как на скорость записи довольно-таки хоть высокая, но ниже, чем у предыдущей модели, а на скорость чтения она даже больше. Ну, я бы не сказал, что это является сильно выдающимся моментом, потому что время доступа у предыдущей SSD-шки значительно лучше. Сравнивать их нельзя, конечно, с 500, которая идет брендовая и в принципе считается довольно-таки неплохой SSD-шкой. И поэтому я ее просто привел как эталон для всех остальных SSD-шек. Ну и последний тест, это тест на копирование большого файла. Для Levin на 60 гигабайт объема, в принципе, этот тест довольно-таки серьезный оказался, потому что в районе 29 гигабайт его скорость сильно просела. То есть, как видно, 13,5 мегабайт в секунду после этого объема, для него это сильно мало. То есть, такую SSD-шку нельзя использовать для активного использования, потому как скорость записи будет очень низкой. Сам SSD-диск не сможет переваливать такой объем информации довольно большой из быстрой памяти в медленную. Следующая SSD-шка это у нас AKOS на 240 гиг. То есть, по сути, здесь никаких нареканий не возникло. Скорость линейной записи оказалась на уровне 237 мегабайт в секунду. И поэтому можно сказать, что я ее рекомендую к покупке, потому как программное обеспечение справилось с переносом из быстрой памяти в медленную. Так, в принципе, никаких нареканий по самой поверхности не возникло, потому как если были какие-то провалы по записи, то были бы, естественно, здесь видны провалы по записи. Следующая у нас SSD-шка это Sonambulist на 240 гиг. В принципе, она как бы исправилась, но есть провал в районе 50 гиг, потому как, видимо, программное обеспечение не справилось с тем, чтобы копировать информацию из быстрой памяти в медленную после достижения определенного объема. Ну а также у нас последняя SSD-шка это Sonambulist на 256 гиг. Реальный объем там 238 гиг. В принципе, она тоже справилась с этим тестом. Здесь никаких нареканий не было. То есть, вот эти вот две SSD-шки AKOS на 240 гиг и Sonambulist на 256 гиг, в принципе, неплохие для использования при копировании больших файлов. Но я бы все-таки рекомендовал Sonambulist на 240 гиг. В принципе, она имеет несколько большую скорость по записи, потому как здесь не отобразил, но там реально несколько больше скорость записи. А также, если не использовать ее сильно активно, там, допустим, для каких-либо игр или так далее, то она, в принципе, очень даже неплохо сгодится. По надежности SSD-шек этих ничего не могу сказать, потому как для этого надо время, записано очень много терабайт информации, и тогда что-либо можно сказать. А так рекомендую, в принципе, покупки китайских SSD-ки. Они все оказались рабочие, никаких у меня нареканий не вызвали при тестах. Ну, а по тестам вот такие вот результаты, какие имеем по сути. Поэтому всем спасибо, кто просмотрел это видео, кого оно заинтересовало. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, мира и добра. Всем пока.